Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Надя. И сегодня я буду вязать вот такую сумку-торбу. При этом донышко у меня уже будет готовое. То есть фактически я буду вязать только стеночки. Итак, начнем вязание. Итак, мне потребуется донышко, такой же заменитель. Новая коллекция фурнитуры от пряжи Центр. Называется Мармелада. Донышко двухстороннее, то есть оно как с одной стороны, так и с другой стороны имеет кожаную поверхность. Оно двойное. Здесь видно, что сшито вместе две детали. Размеры этого донышка. Сейчас я замерю. 30 сантиметров и 15. То есть так, как и сказано в описании. Цвет у меня черный. Также у меня этого же цвета короткая ручка. Тоже с сайта пряжи Центр. Из этой же коллекции. Длинная ручка. Она такая же, как короткая, только у нее еще и имеется длинные окончания в виде цепей, и тут два карабина. Тоже цвет черный. И вот такая вот утяжка. Все это выполнено в одном стиле и одного цвета. Пряжу я взяла такую вот. Это пряжа Бисквит. С лицевой нарезкой наружу. Это гороховая коллекция. У меня серый в белую точечку. И таких ролика мне потребуется два. Цвет называется жасмин. В ролике 100 метров, 350-400 грамм. Получаемая толщина нити равна 7-9 миллиметров, и при вытягивании из ролика нитка не осыпается, и мне нравится вытягивать нитку из ролика самой. Мотки и ролики идентичны. Мне потребуется два крючка. Один номер 4 для провязывания первого ряда. Отверстие у донышка, так как они всего лишь 5 миллиметров, то туда войдет крючок меньшего размера. Я беру номер 4. И крючок номер 9 для вязания основного полотна. Начнем вязание. Я вставляю крючок в отверстие, подхватываю нитку. Вытягиваю ее. Вытягивать стараюсь подлиннее и провязываю. Элемент, который я сделала, это воздушная петля, и буду считать его за первый столбик без накида. Делаю по одному столбику без накида в каждое отверстие. Вставляем и просто провязываем. Снова вставляю и провязываю. На самом деле такая сумка очень простая, так как если вы не умеете вязать донышко, например, вам нужно какую-то сложную форму, тот же прямоугольник с скругленными краями, это довольно сложная форма. И такую форму вы, например, не умеете вязать, да, то можно взять вот такую деталь и просто обвязать ее по периметру. Тем самым получив донышко.
Ну, вот так петля за петлю обвязываю первый ряд. Итак, я закончила обвязку первого ряда. Теперь я делаю соединение. Я вставляю крючок под первую горизонтальную петлю, цепляю рабочую петлю, вывожу ее наизнанку, придерживаю всю конструкцию пальцами, вставляю крючок под получившееся соединение, подхватываю петлю, вывожу ее на лицо. Дальше я буду делать обвязку края обычными соединительными столбиками, но по часовой стрелке, то есть в направлении противоположном обычному направлению вязания. Это обычные соединительные столбики, которые просто делаются в другую сторону. Это не рачий шаг. Вставляю, подхватываю, провязываю. Вставляю, подхватываю, провязываю. И так до конца ряда. В каждую петлю по одному соединительному столбику. Провязываем последнюю петлю. Дальше делаю соединение. Вот смотрите, у меня была первая петля. Вот она, я с изнанки беру опять тонкий крючок, подхватываю петлю, вывожу ее наизнанку, и дальше делаю обычное соединение, самое привычное, и затягиваю. За счет того, что у меня пряжа с узором, у меня место стыка будет очень даже незаметным. Вот, посмотрите, вот оно получается место стыка. Можно было бы здесь пропустить весь моток, но вы бы меня опять спросили, почему вы пропускаете весь моток. Можно было бы обрезать нитки и потом поджить. Ну вот я предлагаю сейчас такой вариант. Считаю, он тоже имеет право на существование. Дальше я буду обвязывать получившуюся деталь уже в привычном направлении вязания столбиками без накида, но я буду делать скрещенные столбики без накида. Я беру крючок номер 9, вставляю крючок, фактически это будет вторая справа петля, не первая. Подхватываю рабочую нить и делаю воздушную петлю, сперва самую обычную. Да? Во втором столбике я буду делать уже скрещенную. То есть вот сейчас я сделала обычную, да? И чем она отличается от скрещенной? Тем, что когда вы вставляете крючок, нужно класть его сверху рабочей нитки. Вот так делается обычная петля, а вот таким образом делается скрещенная. И когда вы вытянете ее, вы видите, что она у вас перевилась как бы вокруг крючка. Затем ее просто провязываете. Вот здесь вот я пришла к соединению, его я провяжу с помощью маленького крючка, просто потому что мне сложно сюда ставить крючок потолще. Делаю то же самое, затем возвращаю толстый крючок, да, провязываю. Ну и дальше уже все проще. Каждую вот эту петлю и перемычку. Если у вас туда не лезет крючок, помогайте себе пальцами, либо еще одним дополнительным крючком можно помогать. Можно взять крючок потоньше, но вытягивать петли повыше. Крючок кладу сверху для того, чтобы получить скрещенную петлю. Снова крючок сверху. То есть я подхватываю одну полупетлю от косички. И вот здесь вот есть одна перемычка. Вообще их здесь две, но вторую я не подхватываю. Я подхватываю только одну. Подхватываю
рабочую нить, провязываю. Теперь я дошла до угла. В углу я сделаю 2 петли. Вот видите, у меня раз отверстие и 2 отверстия уже идет как бы на другую стеночку, да. Сюда я сделаю 1 петлю просто за перемычку, как бы дополнительную, и 1 петлю уже стандартно за эту же перемычку и за эту же полупетлю и за перемычку. Так я буду провязывать каждый угол. То есть в каждом углу я делаю по одной прибавке вот здесь вот между вот этими 2 отверстиями, которые образуют угол. Данная схема подойдет только для донышек вот от пряжи Центр. Для этих донышек мармелада, да, я разрабатываю специально эту схему для вот этой фурнитуры. Если у вас какая-либо другая фурнитура, то, скорее всего, вам придется разрабатывать свою собственную схему. И моя схема не подойдет, потому что у всех производителей разные отверстия, разное расстояние между отверстиями. И даже углы у кого-то могут быть вот здесь вот мягкий такой скругленный прямоугольник, а может быть какая-то другая форма, и, соответственно, под нее нужно придумывать другие прибавки, другую обвязку. Не забываем, что мы вяжем скрещенные петли. Я снова подошла к углу, делаю прибавочную петлю и делаю петлю за заднюю полукосичку и перемычку. Таким образом, в этой петле у меня получается 2 петли, я сделала прибавку. Снова у меня угол, снова прибавка. Раз. И 2. Ну, мне остается связать еще одну сторону. И вот здесь вот будет соединение ряда. Я довязываю последние петли в этом ряду. Делаю соединение, вставляю крючок под первую горизонтальную петлю, подхватываю рабочую петлю, вытаскиваю ее наизнанку, придерживаю всю эту конструкцию пальцами, вставляю крючок под соединение в петлю и делаю воздушную петлю. Таким образом я перешла на следующий ряд. В следующем и во всех последующих рядах я не буду делать никаких прибавок. То есть каждую петлю за обе тушки я провязываю один раз скрещенным столбиком без накида. Из-за того, что у меня принтованная пряжа, у меня вот этот вот переход, то, что здесь косичка не соединена, не так заметен. Да? На однородной пряже он был бы более заметен. Но вот если вдруг вам лень
продергивать всю нить целиком, или вы не хотите обрезать, то можете использовать принтованную пряжу и, в принципе, делать не слишком идеальные стыки на ней. Ну и так далее до конца ряда. Провязываю каждую петлю по одному скрещенному столбику без накида. Довязала второй ряд до конца и снова делаю соединение точно таким же способом. Вставляю крючок под первую горизонтальную петлю, подхватываю рабочую петлю, вытягиваю ее, можно чуть-чуть поменьше ее сделать. Затем вставляю крючок под соединение, подхватываю получившуюся петлю и провязываю. Делаю воздушную петлю. Ну и так далее. Все оставшиеся ряды вяжутся по такому же принципу, как и второй ряд. То есть в каждую петлю провязывается скрещенный столбик без накида. Итак, я довязала сумочку до конца. Я связала 21 ряд стеночек. Сейчас я измерю высоту. Высота получается 27 сантиметров. Теперь я обрезаю нитку. Сделаю соединение в последнем ряду. Ну и затем эту нить я где-нибудь спрячу на изнанке. Фактически сумочка готова. У меня ушло один моток целиком, и вот столько у меня осталось от второго мотка. Из такого количества пряжи можно связать ручку длинную или, например, пару коротких, если, к примеру, у вас нет кожаной фурнитуры или фурнитуры из эко-кожи, да? Мне остается только установить фурнитуру. Фурнитура у меня вся съемная и вся уже готовая. У меня два разъемных кольца. Диаметр таких колец где-то 4,5 сантиметра и толщина 5 миллиметров. То есть это будет обычная сумка-торба, только у нее сделанная уже готовая донышко из кожезаменителя. Да, я выбираю место, куда бы я установила это кольцо. Я не буду считать по петлям четко, где здесь как бы середина петель, которые приходятся на середину одной стеночки, потому что любое вязание столбиками без накида имеет наклон. И, соответственно, вот даже здесь невооруженным глазом, наверное, заметно, что хоть я и вязала просто по прямой, но столбики немножко смещаются, и они как бы наклонены вправо. Поэтому, если здесь у вас будет какое-то количество петель четко посередине, то не факт, что это количество петель вот здесь вот придется на такую же четкую середину. Я предлагаю устанавливать фурнитуру просто на глаз. Так будет намного красивее, и тогда вы точно попадете в середину, а не считать эти петли от начала и до конца. То есть я просто выбираю вот ту сторону, которая у меня короткая, ну и куда-то сюда вставляю кольцо. Оно разъемное, его легко переустановить, если что. Ну и делаю то же самое с противоположной стороны. Дальше я буду примерять утяжку. С нее я снимаю вот эту вот затягивающую деталь. Точно так же на глаз я буду вставлять утяжку. Шов у меня у сумки проходит вот с этой стороны. Возможно, его даже немножко заметно на камеру, но за счет того, что шов у меня сделан по короткой стороне, он уйдет в складку, и его будет совершенно не видно. То есть, опять же, выбираем место. Сначала свернем
то вот так, как она будет складываться. Примерно вот так. Ну и дальше выбираем 4 места, куда можно воткнуть эту утяжку. Прям между петель. Каких-то отверстий специальных для того, чтобы вставить утяжку, я не оставляла, потому что вязка из трикотажной пряжи, она довольно-таки крупная. И, в принципе, отверстие здесь присутствует. И между вязкой можно установить такую утяжку очень легко. После того, как я одела утяжку, я верну на место вот эту деталь. Вот так вот получается. И дальше у меня есть еще короткая ручка от пряжи Центр. Ее я установлю на кольца. Раз. И два. И дальше у меня есть точно такого же цвета, но длинная ручка на плечо. Тоже от пряжи Центр. И я тоже установлю на эти же самые кольца. Вся эта фурнитура одного цвета. У меня это цвет Black и одной фактуры от пряжи Центр. Но при этом это все можно приобрести отдельно. То есть, если вам что-то не нужно, не обязательно это покупать. Да, не нужна утяжка, ее не обязательно брать. Или донышко. Донышко можно связать самим. Но если вы, например, не умеете вязать сложные формы, такие как донышко, вот эта сумка получается очень простой для тех, кто только начинает вязать. Да, фактически вам нужно уметь вязать только столбики без накида и их правильно соединять, и все. Все остальные детали, такие как утяжка или ручка и фурнитура, они просто устанавливаются на такую сумку. Ну и если вам понравился мой мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание.